Bluetooth наушники с куполообразными композитными динамиками на 15,4 мм, Bluetooth чипом версии 5.3, временем автономной работы до 35 часов вместе с боксом, шумоподавлением ENC для четких вызовов, водонепроницаемостью класса IPX6, удобным и интуитивно понятным управлением через механические кнопки. И это только малая часть того, что нам заявляет сам производитель в рекламе к беспроводным наушникам под названием Mibra Earphone 01. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в продолговатой упаковке из тонкого картона. Упаковка пришла помятая, но само устройство целое, что хорошо и неудивительно. На упаковке есть изображение в минималистичном стиле самих наушников, название и краткие характеристики модели. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Весит один наушник 11,5 грамма, а бокс без наушников 70 граммов. Габариты бокса 136 на 45 на 29 мм, наушники 59 на 42 мм, а часть с динамиком 20 на 21 на 13,6 мм. Сеточка установлена металлической, размер ее 11,8 на 5,4 мм. Не забудьте подписаться, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте еще подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Ну и скидки, разумеется, тоже. В продаже есть единственная черная расцветка у данных наушников, может быть потом еще догрузят что-то, но пока такой информации нет. Бокс изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch, тактильно бокс приятный, но марки, как и сами наушники. Дизайн бокса лично мне понравился. Интересно смотрится вставка в виде капсулы на верхней части крышки. Материалы хорошие, а вот сборка слегка подкачала из-за не очень хорошо оформленного разъема Type-C и крышки, которая имеет люфт в открытом положении. И ко всему не фиксируется, что по мне неудобно. Бокс компактным не назвать, в кармане будет вам мешаться. В корпусе расположили, как я уже говорил, разъем для зарядки USB Type-C, далее краткую характеристику и 4 LED-индикатора состояния заряда аккумулятора бокса. Открыть одной рукой бокс можно, но если говорить в целом об удобстве, то даже двумя руками открыть его не всегда получается, учитывая, что есть небольшой выступ для удобного открытия крышки. Не продумали они этот момент. Шарнир пластиковый, и это тоже нехорошо. Хлопок при закрытии бокса глуховатый и приятный. Вынимать наушники из бокса удобно, но иногда мешается крышка. Магниты, удерживающие наушники в боксе, хорошие. Наушники в боксе не гуляют, а чтобы вытряхнуть их из бокса, необходимо приложить немало усилий. Внутри бокс оформлен хорошо. Есть два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. И маркировка Left-Right. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники практически из такого же материала, как и внешняя часть бокса. Наушники выглядят, как по мне, очень даже симпатично. Сборка хорошая, но вот посадка оставляет желать лучшего. Наушники топорные, они никак не поворачиваются, не регулируются. Сидят наушники хоть и уверенно и при занятии спортом не слетают, но все бы ничего, если бы при нажатии на кнопки управления не ощущалась боль и дискомфорт в области трагуса, козелка. Но опять же, у каждого свое, вот у меня обстоят лично дела так. У вас может быть по-другому. Но это дело однозначно нужно примерять перед покупкой. При прослушивании музыки ее слышать будете не только вы, но и мимо проходящие люди. На корпусе расположили контакты для зарядки, маркировку Left-Right, LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки не мигают, микрофоны, надпись Mibra и по одной многофункциональной кнопке на каждом наушнике. Кнопки механические, из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника и регулировка громкости. В целом управление удобное, команды интуитивно понятные, на нажатие наушники откликаются хорошо. Команды не сопровождаются системными звуками или какой-либо озвучкой голосом, и по мне это тоже неплохо. Летим дальше. Оснащены наушники куполообразными композитными динамиками с титановыми мембранами на 15,4 мм. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Наушники автоматически подключаются после изъятия их из бокса с ранее сопряженным устройством. Значит, сам бокс не умный. Фирменной анимации при подключении нет, как и нет мультипоинта и датчиков автопаузы. Также на борту нет активного шумоподавления, емкость аккумулятора бокса целых 800 мАч, полный цикл зарядки наушников и бокса занимает 3 часа, что совсем не быстро. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно. Наушники можно перезарядить от бокса 4 раза, саморазряд у бокса я не обнаружил. Емкость аккумулятора одного наушника 100 мАч, полный цикл зарядки наушников 1 час 26 минут. Разряд наушников неравномерный. Отыграла данная пара у меня на 70% громкости по
кодеку AAC 6 часов, что в целом хороший результат, но как по мне он бы мог быть гораздо лучше. Быстрой зарядки я не обнаружил. С боксом данная пара отыгрывает около 30 часов, автовыключение на борту, что хорошо сохраняет заряд аккумуляторов. Водонепроницаемость класса IPX6, пота и дождика они не боятся. Я окунал их в воду, так делать не стоит. Фирменного приложения для настройки устройства нет, что, конечно, минус, учитывая их стоимость, потому что у большинства конкурентов оно есть. Далее, Bluetooth версия 5.3, что круто, из кодеков на борту только AAC и SBC, никаких кодеков высокой четкости нет. Через две стены наушники не отваливались, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube, разумеется, незаметна, в играх задержка слегка заметна, но играть в целом комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Team has scored for the first time. Watch out. Target down. Reloading. Watch out. Target down. Микрофоны с шумоподавлением ENC отрабатывают не лучшим образом, перегруз есть и не маленький, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Mibra Earphone 01 и насколько хорошо у них получилось сделать микрофон в этих бюджетных наушниках, вы сейчас слышите. Условия видите и, разумеется, никаких супер волшебных микро здесь нет, но и они, с другой стороны, не ужасные. Во всяком случае, это мое мнение. Звучание, запаса громкости достаточно. Я прослушал музыку не выше, чем на 60% громкости. Звучание, разумеется, с отсутствием низких частот. Ко всему оно не чистое. Середина плохо проработана, высокие звучат совсем некачественно. В целом, по звучанию данная модель мне совсем не понравилась. Я бы советовал купить хорошие обыкновенные вкладыши с качественным звучанием и купить к ним силиконовые насадки для более плотной посадки в ушах. Не скажу, что Mibra и Earphone 01 звучат прям максимально плохо, но, как по мне, не на свою стоимость. Опять же, смотря как смотреть, и кому-то функционал и форма будет решать, но вот так. Минусы: нет фирменного приложения, нет датчиков автопаузы, нет ANC, звучание оставляет желать лучшего, посадка для меня также является минусом. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Разумеется, сейчас будет на них сейл. Если вы вначале смотрите, может быть, кому-то это дело все и зайдет. И не забудьте подписаться на YouTube канал, поставить колокольчик и написать в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо всем за просмотр. Резюмирую, беспроводные наушники Mibra и Earphone 01, конечно, интересный продукт, но реализация хромает. Да, есть удобное управление, хорошая автономность, приятные материалы, интересный дизайн, но данная модель мне лично никакой радости не доставила. У меня на руках есть QCI Cross Sky, который я только что распаковал, но еще не тестировал, и скорее всего они будут куда лучше, но не факт. Во всяком случае, стоит QCY в разы дешевле. И по эргономике QCY мне однозначно лучше. Внешне мне больше нравится Mibra и Earphone 01. Думаю, как и вам. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Девайсу от меня нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.